Друзья мои, добрый день. Недавно вышло мое видео, в котором я рассказываю про обход Аксая. И судя по вашим комментариям, дорога через Аксай интересует очень многих. В комментариях есть много вопросов, а также информация от опытных водителей, тоже разная. Про качество дороги, про ширину дороги, про камеры, пешеходные переходы, перекрестки и так далее. Кто-то пишет, что пролететь можно очень быстро Аксай, кто-то говорит, что наоборот. В общем, как всегда, мнения разделились. Поэтому я хочу вам просто показать полностью всю дорогу через Аксай. Она очень короткая. Вместе с мостом на въезде в Аксай со стороны Краснодара. Это около 4 километров. На видео с регистратора все очень хорошо видно. Поэтому комментировать здесь особо нечего. Вы сами все увидите. И пока вы смотрите, я хочу добавить свое личное мнение об этой дороге. Эта запись сделана в начале августа прошлого года, где я возвращаюсь с юга в Москву. Выбрал именно эту запись, потому что здесь Аксай я проезжал днем. В дороге из Москвы это место обычно проезжаешь ночью. И срок давности никоим образом не влияет на то, что вы увидите. Потому что с тех пор в худшую сторону на этой дороге ничего не изменилось. На временные желтые знаки не обращайте внимания, потому что в настоящее время их уже нет. Хочу обратить ваше внимание всего лишь на пару вещей. Во-первых, это населенный пункт. Соответственно, есть ограничение скорости 60 км в час. Во-вторых, для местных жителей участок трассы М4, проходящий по городу, это обычная городская улица. Перекрестков на ней нет, левых поворотов тоже нет. Но есть примыкание других улиц справа и съезды на эти улицы. Есть пешеходный переход, есть светофор, и было замечено несколько камер. Также на въезде и выезде я попал в небольшие пробки. В полном смысле пробками это назвать нельзя, но то, что город можно просто пролететь, такого тоже не скажешь. Тем, кто направляется в сторону Москвы, на выезде после знака «Конец населенного пункта» нужно перестроиться в правый ряд. Я этого не заметил, поэтому допустил ошибку. Будьте внимательны. Многие из вас, наверное, уже знают, что в настоящее время строится обход Аксая. Ссылка на короткое видео об этом есть в описании. Скоростной обход Аксая длиной 35 километров с дополнительным пунктом взимания платы будет открыт до 1 июля. В этом году на трассе М4 произошло много изменений, и все они очень существенны. Обо всех из них я делаю короткие видео, они есть на моем канале. Я планирую выпустить дайджест коротких новостей обо всех изменениях и новых дорогах. Ставьте лайк, подпишитесь, чтобы не потерять. На этом о дорогах все. Но чтобы как-то скоротать ваше время за просмотром, приведу вам интереснейшую историческую справку об Аксае. Аксай не пригород Ростова-на-Дону. Это отдельный город, но город-спутник Ростова. И, как оказалось, это город с богатым историческим прошлым. Я с огромным удивлением и интересом узнал о том, что основан Аксай практически в средние века, точнее в 1570 году. Представляете? Это действительно маленький город с богатой и великой историей. При этом Ростов, например, основан спустя почти 200 лет, в 1749 году, когда российская императрица Елизавета, дочь Петра I, подписала указ об учреждении в устье реки Темерник государственной таможни. И только после этого здесь появляется порт, а еще спустя несколько лет начинается строительство военной крепости Святого Дмитрия Ростовского. Видимо, в честь этого события в XVIII веке в Аксае была построена таможенная застава. И в Аксае есть музейный комплекс таможенной заставы. В таможенную заставу входила крепость и подземные катакомбы, которые потом использовались как бомбоубежище. На территории города есть заповедник, в центре которого также есть исторический комплекс. В этом комплексе есть так называемый заглубленный командный пункт. Помните, как в том кино ЗКП? Это система подземных тоннелей, которая возводилась в 60-х годах прошлого века в качестве подготовки к Третьей мировой войне. Представляете, было и такое. Готовились. Также в этом комплексе есть катакомбы пещеры, куда обязательно должны сходить любители острых ощущений. И это действительно старинные тоннели и подземелья, где нечасто оказываются обычные туристы. Интересным историческим артефактом является так называемое древнее городище, которое находится между Аксаем и Ростовом. И археологам так и не удалось почему-то установить точное время возникновения этой достопримечательности. Они предполагают, что этот мегаполис был создан в 23 году нашей эры. Только вдумайтесь. То есть во времена Христовы. Сегодня городище представляет из себя огромную песчаную гряду, в которой темнеют гроты и тоннели, которые использовались в культовых целях. Там можно увидеть следы древних поселений сарматов, половцев, татар и русов. А на стенах вы увидите наскальные рисунки. Это музей под открытым небом. Есть в городе также интересный небольшой музей, который называется «Почтовая станция». В XIX веке на почтовых станциях останавливались, чтобы сменить лошадей, починить повозку. И знаменита станция Аксай тем, что здесь останавливались Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой и другие знаменитости. И если вас когда-нибудь судьба занесет в этот город, и вы захотите дать отдых своим лошадям или починить повозку,
что будет очень интересно посетить это историческое место. Здесь также сохранился домик, в котором в 1773 году останавливался наш фельдмаршал Суворов. И, между прочим, получается интересная вещь, что первыми путешественниками по трассе М4 были Пушкин, Лермонтов, Суворов, Толстой. В городе также есть исторические здания, храмы, церкви, ну и, конечно, памятники военной истории. В годы войны Ростов немцы называли воротами Кавказа. И именно здесь, у ворот Кавказа, впервые в 1941 году вермахт потерпел первое крупное поражение. И с этого времени Красная Армия перешла от обороны в наступление. Этим Ростов вошел в историю. Думаю, что при этом и Аксай не оставался в стороне. Вот таким неожиданно интересным оказался этот маленький южный город. Будете проезжать мимо, вспомните об этом. А мы с вами доехали до выезда из Аксая и проезжаем вот тот самый указатель, который я пропустил. Напоминаю, что всем, кто движется в сторону Москвы, вот здесь нужно перестроиться в правый ряд, потому что влево будет уходить дорога на Ростов. И если вы опоздаете, то при плотном движении вправо будет перестроиться дальше очень сложно. На этом все. Не забудьте подписаться, посмотреть обязательно шортсы. Там много полезной информации. И есть еще много информации, которую я также буду выпускать в коротких видео. Всем удачи и хорошей дороги. До встречи.